Когда человек счастлив, по странной причине все начинают его ненавидеть. Но для меня это что-то такое очень тонкое, легкое, то, что меня наполняет. Есть задача помочь человеку. Это крайне важно, это философия Ама Грейс. Ефим Моисеевич, здравствуйте. Меня зовут Олеся Чуклитова, и я эксперт Ама Грейс в Германии, в Дюссельдорфе. Я сейчас двигаюсь к тому, чтобы стать собственником бизнеса. И моя мечта – это чтобы Ама Грейс был по всей Германии, чтобы как можно больше людей узнали об этих удивительных, уникальных технологиях. Спасибо, дорогая. У меня для вас есть ряд вопросов, и я с нетерпением жду, чтобы их задать. Ефим Моисеевич, я практикую эмоциональный детокс для себя и в работе с клиентами. И получаю ошеломительные результаты в довольно короткие сроки. Но есть клиенты, которые снова и снова возвращаются. То ли им нравится проводить время со мной, выполняя методологию, то ли по какой-то другой причине. И у меня вот к вам профессиональный вопрос. Подскажите, есть ли какие-то методики, которые помогают не только убрать накопленный стресс, подавленные эмоции, но и также убирают причину, по которой возникает внутренний дискомфорт? Основная задача твоя задача помочь человеку справиться со своими эмоциональными состояниями и научиться их управлять и контролировать. Это очень важно для любого человека, да? Но когда человек впервые сталкивается со своими эмоциями, он сталкивается с тем, что называется внутренняя боль, страдание, да, которое он испытывает. Поэтому, когда ты даешь первый какой-то опыт, человеку становится легче. И дальше ему 100%. Очень важно начать мыслить по-новому, да, более грамотно, более позитивно. Он должен понимать некоторые вещи, да, и перестать идти в так называемой инерции, понимаешь, прошлого. Ефим Моисеевич, получается, идет работа с мышлением человека для того, чтобы не возникало снова вот этого дискомфорта внутри от подавленных эмоций, которые сдерживаются. Да, дорогая, именно так. Потому что, еще раз скажу, что первые практики детокса эмоционального – это скорая помощь. А дальше, как и в медицине, нужно убирать эти причины. Причины распутываются вот этой штукой. Здесь ты можешь прекрасно помочь. Да, потому что методы и упражнения Ама Грейс, они лучшие в мире. Практики Ама Грейс 2021 Эльдорадо, они вообще взяты за 30 лет моей практики. По крупинке с галочкой выбирали самые лучшие методы. Сам детокс помогает человеку, как скорая помощь, быстро закрыть эти вопросы. А дальше это зависит от человека. Ну и от твоего профессионализма, который мы повышаем. А вот скажите, как раз следующий вопрос. Вот когда, я заметила, когда практикуешь техники Ама Грейс, то повышается чувствительность. Как уберечь себя в этом мире, где столько много раздражителей и такие большие потоки информации? Это очень важный вопрос, потому что все на каждом углу кричат «открой сердце». А вы как раз проходили программы закрытые Ама Грейс 2021, которые именно связаны с тем, что когда ты открываешь сердце, основной проблемой является то, что у тебя резко повышается чувствительность, понимаешь? Поэтому вот этот момент защиты своего сердца, это и есть основные программы, которые ты вот сейчас будешь изучать. Уже первый этап – это эмоциональный детокс, потом ты сам начинаешь понимать, как мыслить, а потом ты вдруг осознаешь, что если ты хочешь жить с открытым сердцем, то нужно учитывать обязательно окружающую среду, которая не поймет, почему ты счастлива. Когда у тебя сердце открыто, ты должна уметь защищать свое сердце. Поэтому методы, которые ты пробуешь, медитация, которая подобрана лично под тебя, я знаю, что у тебя есть твоя личная медитация, с которой ты работаешь, закрытая, секретная. Здесь ты работаешь, ты практикуешь, потому что твоему энеотипу это соответствует лучше всего, потому что под каждый из энеотипов
в Ама Грейс есть своя медитация. Это нас позитивно отличает от других систем, где систем нету. С таким удовольствием читаю ваши книги по энеатипологии, и они мне безумно помогают в работе с клиентами. Это не только мои, это Галочкины книги еще. А какая тебе больше всего нравится? Ефим Моисеевич, моя любимая книга по энеатипам – это книга про женщин. Я очень много узнала о себе из этой книги. Я поняла, какие бывают типы мышлений и какой у меня тип мышления. Эта книга и основная книга по энеатипологии помогают мне выстраивать индивидуальную программу под каждого клиента. Молодец. Под его мышление. Но дело в том, что эти книги, да, они же запатентованы, и это открытие, которое в первую очередь сделала, кстати, моя жена. Там больше моих идей, да. А вот именно открытие, систематика мышления энеатипов, нигде в мире этого не было. Это открытие, которое сделал немного я, на 30%, а на 70% сделала моя супруга. Вот. И если ты заметила, это самое безукоризненное знание, которое дает тебе понимание, в первую очередь, ответ на самый важный вопрос в жизни. Кто ты? Ты должна понимать, как ты мыслишь, потому что там есть и ограничения, и сильные, и слабые стороны твоего мышления. Ты не можешь ответить на вопрос, кто ты, если ты не знаешь, как ты мыслишь. Это же, как ты понимаешь, базовое знание. Отсюда это ты можешь наблюдать смешные потуги тех, кто пытается что-либо сделать без знания, кто ты по типу мышления. Забавно наблюдать. А у тебя уже получается определять тип мышления у своих клиентов? Или нет еще? Еще не всегда, но когда удается, это получается так красиво сонастроиться с клиентом, и сразу происходит взаимопонимание. У клиента зажигаются глаза, и он чувствует, меня наконец-то понимают, меня кто-то чувствует и знает, что у меня внутри. Потому что зачастую кто-то клиенты... в этом мире услышал меня. Да, зачастую клиенты сами не могут подобрать слова, чтобы описать то, что у них внутри происходит. А я помогаю им это облечь в слова, и у них просто столько инсайтов сносит крышу, и часто клиенты просто так благодарят, и вот даже плачут бывают, настолько сентиментальными становятся от того, что кто-то наконец-то их услышал и понимает. Следующий вопрос. Я заметила, что уровень моей стрессоустойчивости и энергетики, он значительно вырос. Как мне добиться такого же результата у моих клиентов? А как ты считаешь, дорогая? Думаю, что должен пройти определенный период времени для того, чтобы наработать вот это состояние. Без практики ничего. Понимаешь, когда ты сделала детокс, это скорая помощь, да? Это очень четкая, выверенная, быстрая помощь человеку, сострадание, чтобы он выбросил боль. Ее нужно выбросить вначале из организма, а потом уже можно спокойно разговаривать вот с этой штукой. Ведь бывает, особенно на первых этапах, не просто объяснить, а для чего и как. Приходится как-то снова и снова повторять, напоминать о важности, о регулярном выполнении технологии. Я сама делаю 2 раза в день медитации и утром, и вечером. И только с того момента, когда это стала регулярная практика, как чистить зубы, точно так же. Вот тогда появился результат, тогда действительно То же самое, дорогая. То же самое и у клиента, без изменений. Философия Ама Грейс. Основное – это помощь клиенту, поддержка его, чтобы он сам научился действовать. Ему не нужно рыбу, ему нужно удочку. То есть философия Ама Грейс говорит о том, что ты должна помочь ему воспитать внутри него удочку, а не подсаживать вечно, как психоанализ или некоторые псевдогуру на себя, понимаешь? Клиенты все равно будут быстро сменяться, потому что ты правильные методы даешь. Но наша задача и твоя основная задача – это, конечно же, помощь самому человеку. У нас нет задачи заработать деньги. У нас есть задача помочь человеку. Это крайне важно, это философия Ама Грейс. Что Ама Грейс работает с сердцем. Это энергия любви, энергия сострадания, милосердия, сердобольность. То есть вот такие очень
тонкие вещи, которые мы обучаем. Это правда. Понимаешь? Но первый шаг – вылить грязь, боль, потом включить второй шаг – голову, и дальше навыки. Если клиент готов идти дальше на более серьезные уровни, пожалуйста. Нет, дай ему удочку, пусть идет ловить рыбку. Вот вы знаете, меня в последнее время часто спрашивают: ты что, влюбилась? Попалась. Я говорю: конечно, я влюбилась. В себя. В себя, в эту жизнь. Когда чувствуешь вот этот поток Ама Грейс, это правда, мне бывает так непросто донести новым клиентам или интересующимся клиентам, что это такое поток Ама Грейс. Но для меня это что-то такое очень тонкое, легкое, то, что меня наполняет, как энергия, мой аккумулятор. И благодаря технологиям Ама Грейс, практикам, которые я использую, вот эта батарейка, она восполняется ежедневно. Когда человек счастлив, по странной причине все начинают его ненавидеть. Потому что счастливый человек опасен. Ты опасна для общества. И никто не может понять, а что, неужели для того, чтобы быть счастливым, ничего не надо? Ведь жизнь на самом деле нам дана даром, и мы действительно, если мы разумные люди, мы можем только благодарить существование, маму с папой за то, что мы вообще живы, это уникальная возможность. Но человечество глупо, оно считает, что должны быть какие-то причины для того, чтобы. Нужна машина, чтобы быть счастливым, нужен дом, чтобы быть счастливым. Счастье создано для всех, но не все это смогут понять. Поэтому, когда ты ходишь счастливой, люди навязывают на тебя свои сублимации. Они не могут понять, что ты просто счастлива, что делаешь медитации. Каждое утро, когда ты просыпаешься, ты говоришь: я хочу быть счастливой или я хочу быть несчастной. И ты выбираешь пользу счастья. Но каждый же человек тоже просыпается по утру. Почему он выбирает несчастье? Почему человек не хочет прощаться со своими страданиями? Вот мне интересно твое мнение, как эксперта. Я думаю, что человек не хочет прощаться со своими страданиями, потому что он получает от этого некоторое удовольствие. Он привыкает к тому, что это есть состояние, что он не знает, как может быть по-другому, даже не с чем сравнивать. У меня так было, что я просто забыла, как это быть счастливой. Спасибо, дорогая. А у меня такой вопрос. Но каждый же человек был ребенком там 5, 6 лет, 4 года, когда он наслаждался, просто наслаждался то, что осенний листик падает. Почему уже во взрослом возрасте человек теряет самое главное – счастье? Я думаю, это связано с тем, что человек, у ребенка же открытое сердце, и он радостен, счастлив, он выходит в этот мир и сталкивается с несправедливостью, где-то его задевают, и он еще не умеет защищаться, и постепенно он притупляется его восприимчивость, его открытость. Можно вопрос? Да, я понял. То есть получается, что течение энергии внутри ребенка, оно течет правильно, как это определяет философия Ама Грейс. То есть оно движется очень гармонично, да, спокойно, ровно. А уже во взрослом возрасте возникают стресс-блоки то ли здесь, у каждого свое, правильно? И в результате человек теряет самое главное, свое сердце. С возрастом у ребенка, у подростка закрывается сердце, и он перестает чувствовать как негативные эмоции, так и позитивные. Он теряет эту связь с миром, и получается как ровное состояние. Ко мне приходят клиенты, которые требуют длительной и глубокой работы. То есть они пришли, получили результат, но через время возвращаются в свое старое состояние по инерции. И возникает иллюзия, что ничего не произошло. Как ускорить этот процесс и донести клиенту, что он получает результат и что это процесс? Смотрите, это естественная ситуация с любым клиентом. Здесь я советую, первое, дать понимание клиенту, что ответственность за себя и свои эмоциональные состояния клиент несет сам. Второе, клиенту нужно напомнить, что когда ученик готов, только тогда приходит учитель. Как вам удается ежегодно делать новые обновления и придумывать новые технологии? Я хочу передать вам большую благодарность от своих клиентов, потому что они возвращаются снова и снова и каждый раз спрашивают, есть ли что-то новенькое. Методов очень много.
Вопрос не в методах. Когда мы знаем исходный код клиента, тогда мы можем понимать, что ему полезно в методах и практиках, какая медитация ему подойдет. На самом деле медитации и практик очень много. Мы с 90-х годов с галочкой исследовали многие темы. У нас было очень много духовных учителей, которым мы благодарны. Но важно в Амагрейс именно методика диагностики. Это похоже на медицину с той точки зрения, что бессмысленно принимать какие-либо лекарства, если ты не знаешь, какова причина болезни. Вот это основа Амагрейс. Этим мы позитивно отличаемся, и в этом наше уникальное торговое предложение. У меня вопрос, вот как все-таки помочь напомнить человеку о том, что внутри его живет этот ребенок, что он никуда не ушел? Только через поддержку и спокойное напоминание о том, что он многое может, о том, что у него все получится, только через поддержку. Вначале детокс идет, потом идет диагностика человека, что иначе нет смысла применять упражнения, методы и медитации, они будут мимо. Это важно, потом человек уже учится, это уже приличный уровень человека, медитации, все. Вот медитация – это то, чему ты училась. У тебя же ты все эти этапы прошла, ты вначале прошла скорую помощь, детокс, потом ты прошла диагностику, потом ты прошла опыт медитации, ты стала понимать, что без медитации тебе уже тяжело жить, ты не хочешь жить в грязном пространстве внутри себя, и ты стала делать это не потому, что надо, а потому что хочется, понимаешь, хочется телу, хочется сердцу в чистоте находиться. И уже гораздо позже, вот то, с чем ты будешь в этом году работать, это потоковые состояния. Потоковые состояния возникают только после правильной диагностики, правильной медитации. Круто. Вот ты лично сейчас между медитацией и потоковыми состояниями. А люди, которые к тебе приходят, клиенты, они на разных этапах. Первые пришли получить скорую помощь, детокс. Вторые уже получили детокс, они услышали, что им нужно понять, кто он, чтобы в первую очередь помочь себе, потому что это взятие ответственности за себя и свои эмоциональные состояния. Это второй этап. И уже там же лежит и диагностика, что ты должен понимать, к чему ты ведешь, кто ты вообще, дорогой друг. Есть то, что тебе принадлежит, а есть то, что можно убрать, и это не будет болезнью. Человек с вариативным мышлением, да, гордыня – это его природа очень долго, ее не надо трогать и воевать с ней, да. Человек критическим мышлением, суждение – это основа основ его жизни, пока трогать не надо. Ему нужно просто понять, что он так мыслит. Потом уже мы выходим через понимание на медитации, которые соответствуют данному типу мышления. Поняла? Ну, ты это проходила, ты это прекрасно знаешь, поэтому ты для себя четко пойми, вот этот человек, он находится на первом этапе, ему нужно вырвать боль, выбросить ее, у него ментальный катарсис. Второй этап, если человек идет, да, то он определяет тип мышления свой, его исходный код. Уже под исходный код подбираются медитации, упражнения, методы. Амагрейс – это наука. Как круто. И третье – это уже медитация, норма жизни. То есть ты работаешь со своими эмоциями, со своим разумом. Это тоже период. И уже последний этап – это потоковые состояния. Потоковое состояние – это экстаз. И всегда видно, человек вообще в медитации находится или нет, видно с полувзгляда. Я думаю, что ты это уже понимаешь. Поэтому очень важно, чтобы ты соблюдала этику Амагрейс. Много людей, псевдоучителей, гуру-учни, понимаешь? То есть люди, которые вообще не находятся в медитации, но учат медитации или каким-то духовным знаниям. И ты, я понимаю, ты это видишь, отличаешь это. Поэтому ты, пожалуйста, следи за собой, занимайся собой. Это важный момент в этике Амагрейс. То есть не надо кого-то учить или лечить. Этого не нужно никому. Как бы существование само все расставит по местам. На каждом из этапов есть свои секреты и свои знания, которые ты изучаешь. Я доволен тем, как у тебя идет, потому что ты делаешь это честно, ты делаешь это в первую очередь для себя, а потом уже накладываешь и помогаешь другим людям. Это самое светлое, что может быть на этой планете, я считаю. Ефим Моисеевич, я счастлива делиться с клиентами. Это для меня действительно Амагрейс – это не работа, и экспертность – это не работа. Это вот образ жизни, это как воздух. Я делюсь этим состоянием, и клиенты тоже это чувствуют. Думай, помогай людям, помогай себе. Больше находись в медитации, вот, наблюдай.
наслаждайся жизнью. Пока-пока. Благодарю. Спасибо, Ефим Моисеевич. До свидания.